Законы неизвестных нам карм, которые могут изменить нашу жизнь. Что такое карма? В переводе с санскрита карма значит действие. Она равноценна закону Ньютона, на каждое действие есть свое противодействие. Когда мы думаем, говорим или действуем, мы толкаем в действие силу, которая будет в свою очередь отвечать нам таким же образом. Эта обратная сила может быть модифицирована, изменена или же приостановлена, но большая часть людей не сможет полностью избавиться от ее действия. Этот закон причины и следствия выступает вовсе не в роли наказания, он направлен исключительно на образование или же обучение. Незнание закона не освобождает от его действия, независимо от того, создан ли он человеком или Вселенной. Человек не может избежать последствий своих действий, но он будет страдать только в том случае, если он собственноручно создал определенные условия для своих страданий. Для того, чтобы перестать бояться и обрести некоторые познания в мире кармы и все, что с этим связано, вам необходимо знать несколько кармических законов. Великий закон. Что посеешь, то и пожнешь. Также известен, как закон причины и следствия. Если мы хотим счастья, мира, любви и дружбы, то мы должны быть счастливы, миролюбивы, а также любить и быть верным другом. Чтобы мы не послали во Вселенную, тоже бумерангом вернется и к нам. Закон создания. Жизнь не возникает просто так, она требует нашего участия в ней. Мы одно целое со Вселенной, как внутри, так и снаружи. Все то, что окружает нас, это ключ к нашему внутреннему состоянию. Будьте самими собой, и окружите себя всем тем, что вам хотелось бы иметь в вашей жизни. Закон смирения. Вы не можете что-либо изменить, если вы отказываетесь принять это. Если вы видите в ком-то врага, либо если вы находите в ком-то отрицательные черты характера, значит, вы сами не сконцентрированы на высшем уровне существования. Закон роста. Куда бы вы ни пошли, там вы и находитесь. Для нас расти в духе, значит, что нам самим следует измениться, а не людям, местам или же вещам вокруг нас. Единственное, что есть у нас в жизни, это мы сами, и это единственный фактор, над которым мы имеем контроль. Когда мы меняем что-то в наших сердцах, следом изменяется и наша жизнь. Закон ответственности. Если в моей жизни что-то не так, значит что-то не так и во мне в самом. Мы зеркало того, что нас окружает, и наоборот. То, что нас окружает и отражает нас, это и есть правда Вселенной. Мы должны сами нести ответственность за то, что происходит в нашей жизни. Закон связи. Даже если что-то, что мы делаем, кажется нам несущественным, на самом деле тот факт, что это делается, это очень важно, поскольку все во Вселенной взаимосвязано. Каждый шаг приводит к следующему шагу, и так далее, и так далее. Кто-то должен начать работу, для того, чтобы она была выполнена. Ни первый шаг, ни последний не могут быть более важными, так как они оба были необходимы для выполнения этой задачи. Прошлое, настоящее и будущее, все они взаимосвязаны между собой. Закон средоточия. Вы не можете думать о двух вещах одновременно. Благодаря этому, когда наше внимание сосредоточено на духовных ценностях, такие низкие чувства, как жадность или гнев, для нас становятся невозможными. Закон благодарения и гостеприимства. Если вы считаете что-то происходящее правдой, тогда однажды в вашей жизни вы будете призваны показать, что это действительно так. Закон здесь и сейчас. Оглядываясь назад, чтобы вспомнить то, что было, или заглядывая вперед, беспокоясь о будущем, мы мешаем самим себе ощутить себя полностью в реальном времени. Старые мысли, старые модели поведения и старые мечты мешают нам приобрести новые. Закон перемен. История будет повторяться до тех пор, пока мы не извлечем урок, который изменит наш путь. Закон терпения и вознаграждения. Любые награды требуют первоначального труда. Награды, имеющие вечную ценность, требуют терпения и упорного труда. Истинная радость приходит тогда, когда мы делаем то, что думали делать, и от того, что понимаем, в свое время получим за это вознаграждение. Закон значения и вдохновения. Все то, что вы будете влаживать во что-то, вы и будете получать обратно. Истинная ценность чего бы то ни было – это прямой результат энергии и желания, которые были вложены. Каждый личный вклад – это вклад в одно целое. Бессмысленные вклады не влияют на целое и не могут уменьшить его. Все, что сделано с любовью, способно вдохнуть жизнь и вдохновить целое. Это все законы кармы, о которых мы хотели вам рассказать. Если у вас есть свое мнение, расскажите нам в комментариях, и если вам понравилось это видео, ставьте лайки и подписывайтесь к нам на канал. Хорошего вам настроения и до скорых встреч!